Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить праздничную буженину с черносливом и курагой. Мясо получается невероятно сочное, очень нежное и безумно вкусное. Конечно, курага и чернослив добавляют свой неповторимый вкус и аромат этому мясу. Буженина получается очень вкусная и красивая. Она будет эффектно смотреться на вашем праздничном столе. Я очень рекомендую ее приготовить и попробовать. Она невероятная. Посмотрите, видно, какое мясо сочное, великолепное. И, конечно, съесть кусочек такого мяса – это настоящее наслаждение. Для рецепта я буду использовать вот такой красивый ошеек, вес примерно 1 кг 900 грамм. Можно также использовать и заднюю часть. Лучше, конечно, использовать мясо, в котором есть прослойки жира. Тогда буженина получится вкуснее. Мясо я промыла и обсушила бумажными полотенцами. Для того, чтобы нафаршировать мясо, мне надо сделать в нем надрезы. Именно надрезы. Прорезаю мясо не до конца. Всего я сделала 5 надрезов. У меня получилась как бы такая книжка из мяса. Сейчас я открываю каждый надрез и немного просаливаю здесь. Буквально совсем чуть-чуть. Потому что я потом еще мясо буду дополнительно солить. Теперь я беру майонез. Здесь у меня домашний майонез. Как его сделать дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. И также я беру европейскую дижонскую горчицу. Она не острая. Можно использовать и острую горчицу. Добавляю такие 2 полные чайные ложки горчицы. Перемешиваю. Этой смесью я слегка промазываю мясо в разрезах. Здесь у меня курага и чернослив. В каждый разрез я вставляю сначала курагу, выкладываю ее плотно друг к другу. Теперь выкладываю чернослив также плотно друг к другу. Снова курагу. И таким образом, чередуя, фарширую все мясо. Мне надо мясо хорошо, плотно закрыть. Я стараюсь его вот таким образом хорошенечко собрать, стягиваю. Мясо я сейчас вот так достаточно плотно подвязала. И теперь еще его просто обмотаю шпагатом. Мясо я вот таким образом хорошо стянула, чтобы оно хорошо держало форму. В оставшийся майонез с горчицей добавляю соль, сушеный чеснок 1 чайную ложку, 2 чайные ложки паприки, чайную ложку кориандра. Также у меня есть горчица в зернах, это не обязательно. И натру на мелкой терке 2 крупных зубчика чеснока. Добавляю черный перец. Конечно, соль, черный перец и другие специи добавляйте по своему вкусу. Хорошо все перемешиваю. Полученным маринадом хорошо промазываю мясо. Перекладываю его в форму и промажу теперь с этой стороны. Закрываю пищевой пленкой и отправляю мясо мариноваться в холодильник часов на 10-12. Если у вас совсем нет времени, можно оставить его при комнатной температуре часа на 2-3, а затем уже запекать. Замаринованное мясо я заранее, примерно за 1,5 часа достала из холодильника, чтобы оно прогрелось. Запекать буженину я буду в пергаментной бумаге. В последнее время мне даже больше нравится запекать именно в пергаментной бумаге, чем в фольге. Буженина даже слегка подпекается сверху, именно готовясь в пергаментной бумаге, и вместе с тем остается внутри сочной. Я плотно завернула мясо в несколько слоев пергамента. Перекладываю в противень. Наливаю сюда 1 стакан горячей воды
и отправляю запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на час 20. Затем я сниму сверху пергаментную бумагу и еще немного запеку буженину примерно в течение 15-20 минут. Конечно, учитывайте особенности вашей духовки, а также время выпечки зависит от размера мяса, которое вы запекаете. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Буженина запекалась у меня примерно час 20. Действуйте аккуратно, чтобы не обжечься. Сейчас буженину я отправляю обратно в духовку при температуре 180 градусов еще на 15-20 минут. Как видите, и через пергамент буженина слегка подпекается. Я просто хочу, чтобы сверху образовалась более такая румяная корочка. Буженина красиво подрумянилась сверху. Друзья, аромат стоит просто потрясающий. Обязательно проверяем готовность. Я вот так вот хорошо прокалываю шпажкой, идет абсолютно прозрачный сок. Буженина готова. Не рекомендую ее пересушивать в духовке, чтобы мясо оставалось сочным. Сейчас я оставляю ее остывать при комнатной температуре. Остывшую до комнатной температуры буженину я заворачиваю в пергамент и отправлю в холодильник часов на 8, чтобы она хорошо и так плотно застыла. Буженину я достала из холодильника. Как видите, я ее еще сверху упаковала в пищевую пленку. Разворачиваю. И сейчас, конечно, я все освобождаю от ниток. Мясо получается невероятно сочное, очень нежное и безумно вкусное. Конечно, курага и чернослив добавляют свой неповторимый вкус и аромат этому мясу. Я сейчас буду пробовать. Мясо получилось необычайно нежное, очень сочное. Оно прекрасно промариновалось. И, конечно, пикантность добавляют вкус чернослива, кураги. Это очень вкусно. Друзья, самое главное, не пересушивайте буженину в духовке. Тогда она получается просто потрясающая. Я всем рекомендую приготовить ее и попробовать. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!